Сегодня хочу поделиться с вами впечатлениями о новом миксере KitchenAid. Я протестирую его, как он замешивает тесто, но также степень нагревания насадок. Потом сравню скорость взбивания яичного белка со старым миксером. Далее посмотрю, насколько он эффективен при размешивании жидкости стержневым смесителем. И расскажу о некоторых нюансах его эксплуатации, удобства и чистки. Начну с того, что дома я пеку хлеб как минимум 2 раза в неделю. Это относительно часто, и поэтому очень требователен к надежности, его функциональности, ну и, конечно, комфорту ручного миксера. У меня, конечно, есть планетарный стационарный миксер, но им невозможно замесить тесто на одну буханку хлеба. Оно просто размазывается по стенкам. До недавнего времени у меня была последняя модель миксера Bosch. Он был довольно комфортный, тихий и мощный, но, к сожалению, через полгода интенсивного использования при замесе хлеба он просто рассыпался. У него сломался редуктор вращения. Выбрать новый миксер было довольно сложно, так как у всех производителей они похожи и технически, и функционально. Единственное, выделяется из толпы, это KitchenAid. У него другой тип двигателя, и, как уверяет сам производитель, это Rolls-Royce среди миксеров. Он же и самый дорогой. Итак, в комплекте идет футляр для насадок. Он сделан, вижу, довольно-таки из плотного, хорошего материала. Внутри есть кармашки здесь и петелька. Можно повесить где-нибудь удобно под рукой. Если честно, он мне лично не пригодился, так как насадки обычно храню в ящике вместе со столовыми приборами. Итак, в комплекте идет стандартный венчик для взбитых сливок. Есть еще стержневой смеситель для салатных заправок. Он, кстати, меня и соблазнил на покупку этого миксера, так как у обычных миксеров, если честно, я таких насадок не встречал. Есть еще венчики для кексов и крюки для замешивания более тяжелого теста. Ну что ж, давайте достанем этого зверя. Итак, на первый взгляд он выглядит очень даже привлекательным. Такой классической формы, и чувствуется, что сделан из качественной пластмассы, без каких-то либо посторонних химических запахов. Интересные необычные кнопки управления. Но вот блестящее основание, конечно, под вопросом. Также в комплекте имеется брошюрка с QR-кодом для регистрации гарантии и скачивания рецептов, и сама, соответственно, инструкция. Теперь давайте приступим к более детальному изучению миксера. Между прочим, я буду его сравнивать со своим стареньким 20-летним маломощным миксером, который когда-то стоил меньше 10 баксов и до сих пор отлично работает. С самого начала мне показалось, что у KitchenAid более толстая ножка венчика, но замерив штангель-циркулем, оба оказались по 6 мм. Что мне понравилось, у KitchenAid очень продуманный провод. Он находится снизу и не мешается под рукой. Его также можно фиксировать в левом или в правом положении. Есть специальный хомут для стяжки провода. Очень приятно удивило эта длина провода. Целых 1,5 метра. Это более чем достаточно. У обычных миксеров только 1 метр. И, по-моему, это коротковато. Единственное, мне показалось, что провод слишком толстый и тяжелый, как у строительного электроинструмента. Он постоянно тянет миксер вниз, и от этого рука быстрее устает. Бывает также, случайно заденешь кружку на столе, и она переворачивается. Еще я заметил, при частом использовании я привык провод обматывать вокруг миксера. Но с KitchenAid такой трюк не пройдет. Опять-таки из-за его жесткости. Теперь давайте посмотрим на устройство кнопок. Все стандартные миксеры включают и регулируют скорость одной кнопкой, то есть движением пальца слева направо. Это очень удобно при работе одной рукой, когда другая держит миску. И в сравнении у KitchenAid целых 3 кнопки регулирования скорости. Вначале надо включить отдельно первую скорость и потом переместить палец на стрелочки для увеличения скорости. Причем обратите внимание, она включается не как у всех миксеров, а противоестественным движением пальца справа налево. Тут явно инженеры перемудрили. Уже полгода прошло, а я до сих пор еще не привык, так как все остальное кухонное оборудование включается стандартно, да и мышечная память дает о себе знать.
Еще неудобный момент заметил, что при переключении и выключении надо перехватывать ручку миксера, иначе не дотянуться большим пальцем. Еще перемычка есть такая между кнопками, высокая и твердая, давит на палец и мешает переключать скорость. Еще сразу обратил внимание на дискомфорт от того, что ручка миксера тоньше, чем у обычных миксеров, и крепко ее держать сложнее. У дешевого миксера есть специальный упор под рукой, он прекрасно фиксирует руку, а у KitchenAid рука постоянно соскальзывает и не помогает даже прорезиненная рукоятка. И еще один неприятный момент – это очень яркая LED-подсветка. От нее реально режет глаза, и из-за яркости не видно, какая скорость включена. Скорее всего, придется ее просто заклеить изолентой. Вес обоих миксеров оказался примерно одинаковым, но из-за всех минусов дизайна миксера KitchenAid рука уставала намного быстрее. У этого миксера 9 скоростей и плавный старт, но первые 3 скорости практически одинаковые. Лично для меня достаточно только 3, 6 и 9 скорости. Единственное, не хватает турборежима, так как иногда надо взбивать и замешивать импульсами. Но зато приятно порадовало то, как он тихо работает. Для следующего теста я взял сахарную пудру, чтобы проверить, как венчики для кексов будут пылить. И результат получился отличный. До 6 скорости практически ничего не разлеталось. Хотя и дешевый миксер себя неплохо показал, начал пылить только на максимальной скорости. Далее я решил проверить смеситель для соусов. У меня были большие надежды на эту насадку при замесе теста, так как соль и сахар предпочтительно вводить в тесто в виде растворов. И чтобы наглядно посмотреть, как хорошо он размешивает, я взял 2 кусочка сахара и растворил в воде. На это ушло чуть больше 3 минут. А с помощью ложки я справился менее чем за 2 минуты. Возможно, он думан только для салатных заправок. Теперь венчиком для кексов я решил протестировать скорость взбивания белков. В результате с миксером KitchenAid у меня ушло 2 минуты и 20 секунд, а со старым блендером я взбил белок чуть меньше, чем за 2 минуты. Хотя качество взбитых белков было хорошим у обоих миксеров, так что большой разницы между ними я не вижу. Ну а теперь я решил протестировать, как этот миксер замешивает тесто для хлеба с помощью крюков. Это одна из самых важных насадок для меня, так как часто делаю хлеб маленькими порциями, и если замешивать вручную, то уходит как минимум 15-20 минут, а с миксером достаточно 2-3 минут для качественного развития клейковины, что впоследствии дает отличное поднятие теста и сохраняет форму хлеба. То, что я увидел дальше, меня шокировало. Я такое вижу впервые. Тесто начало наматываться на крюки, подниматься вверх и проникать внутрь механизма миксера. Так что мне пришлось экстренно его остановить. Я тесто зубочистками выскребал сколько смог, но раскручивать его каждый раз для чистки — это, конечно, проблематично. И как я не пытался менять скорость миксера, либо угол наклона венчиков, и вязкость, и количество теста, все равно из раза в раз тесто наматывалось на крюки и попадало внутрь механизма миксера. Приходилось постоянно поправлять тесто лопаткой. Не знаю, я работал с разными миксерами и известных марок, и вообще без названия. Но такое чудо вижу впервые. И для сравнения, я по очереди месил то же самое тесто, также и с дешевым миксером. И, между прочим, таких проблем с наматыванием теста не было вообще. И мне стало интересно, почему же так происходит? Если посмотреть, то у KitchenAid только один виток спирали, а у дешевого миксера целых 3 витка. И еще, если обратить внимание повыше, то видно, что у дешевого миксера на крючке есть такая как бы каемка или утолщение, которое, скорее всего, я предполагаю, препятствует заползанию теста наверх. И еще мне показалось, что во время работы крюки KitchenAid очень сильно нагрелись, и я решил замерить температуру пирометром. У KitchenAid она была 31 градус, а у старого миксера 26 градусов. Это не очень хорошо, так как повышенная температура крюков быстрее перегревает тесто, а это уже сказывается негативно на качестве и теста, и готового хлеба.
При частом использовании миксера простота его чистки тоже очень важна. А обычно для чистки я использую одноразовые бумажные полотенца и дезинфектор на основе аммониевых соединений, который убивает бактерии, но условно безопасен для нашего организма. Если не пить, конечно, его литрами. Самые сложные места для чистки, где скапливаются бактерии, это, конечно, кнопки, щели, отверстия, швы под резиновой ручкой, под отклеивающимися наклейками, особенно если они вдоль всего корпуса. В общем, чем проще конструкция миксера и чем меньше труднодоступных мест, тем он будет гигиеничнее и безопаснее для вас. Ну что ж, подводя итоги, могу сказать, что этот миксер в стиле ретро особенно порадовал своей мощностью и тишиной работы на всех скоростях и под разной нагрузкой. Ну а прочный корпус и утолщенный провод со спецфиксатором внушают доверие на его долговечность. Это отличный миксер для тех, кто может смириться с неудобством кнопок скорости и с наматыванием тяжелого теста на крючки. На этом все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ваше время бесценно, а ваша подписка на мой канал дает вдохновение для новых видео. Всего хорошего. Ёшкин кот. Fight!